Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся в солнечном берегу, Республика Болгария. Сегодня у нас 16 июля 2023 года. Я нахожусь здесь с семьей. Примерно с октября 2022 года. Вначале мы с семьей, я, жена и дочь, которая 6 лет, получили статус временного убежища. Вот. Ну а с января, с 31 января я уже имею документы как гражданин Болгарии. Вот, и моя семья, фактически находится в двойном статусе. Я как гражданин Болгарии, гражданин Украины, и жена и дочь как семья гражданина Болгарии и одновременно как беженцы из Украины со статусом временной защиты. Мы русскоязычные граждане Украины, то есть родной язык для нас русский. Вот. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Украине. Особенно, что происходит в Украине в области языковых прав русскоязычных граждан Украины. Нас это волнует, в частности, в связи с тем, что моя дочь скоро должна будет пойти в школу. И вот вопрос стоит так: на каком же языке будет учиться моя дочь в Украине, или в других странах, может быть, если родной язык ее русский. Вот. И совсем недавно, может быть, вы обратили внимание, может быть, нет, но я еще раз акцентирую тот момент, который произошел в Украине в области языковых прав граждан. Именно 13 июля 2023 года, совсем недавно, Киевсовет издал очередной дискриминационный акт в отношении русскоязычных граждан Украины, а именно он наложил мораторий на использование русскоязычного культурного продукта на территории Киева. То есть нельзя петь песни на русском языке в Киеве. Вот примерно так это звучит. До этого эти дискриминационные, так сказать, действия Киевсовета, например, были сделаны таким образом, что детям на переменах запрещается разговаривать между собой на родном русском языке. Вот. И нужно сказать, что во всяком случае в Украине, как я уже это освещал в своих видеоблогах, таких как «Кто в Украине говорит на языке оккупанта», «Геноцид русскоязычных граждан Украины» и других блогах, фактически происходит геноцид русскоязычных граждан Украины. Вот. Что касается плоскости, в которой ставится вопрос о языке в Украине, и вообще вопрос о взаимодействии этносов, то есть народов, людей разных национальностей в Украине. Украинская власть, начиная с 2019 года, ставит вопрос именно в плоскости этнической. Хотя я до сего момента рассматривал именно политическую плоскость вопроса, то есть нарушение прав человека и его языковых прав, в частности, прав русскоязычных граждан Украины.
Но, как вот я уже понял, на сегодня, этот вопрос властями Украины ставится в области не политической нации украинской, а в области, в плоскости этнической нации украинской. И вот такая постановка вопроса привела меня к осознанию того, какой же этнос все же дискриминируется и в отношении какого этноса происходит геноцид в Украине. Для русскоговорящих граждан Украины украинская власть предлагает выбор. Либо ты будешь считать себя русифицированным этническим украинцем, либо ты будешь считать себя русскоговорящим этническим россиянином. Вот. Ну и в такой альтернативе, конечно же, граждане Украины будут склоняться к такой позиции, которая будет говорить о том, что, дескать, какие же они этнические россияне? Они русифицированные этнические украинцы. Но не будем спешить. Ведь если серьезно разобраться и честно в этом вопросе, то не все, и можно сказать даже совсем не все, и абсолютно не все русскоязычные граждане Украины являются русифицированными этническими украинцами. Большинство из них, а подавляющее большинство, просто являются гражданами Украины, не принадлежащими к украинскому этносу, то есть не являющимися этническими украинцами. Но кем же тогда являются в смысле этническом вот эти русскоязычные граждане Украины, если они не этнические украинцы? Россиянами? Нет. Так вот, в отношении кого, в отношении какого этноса происходит геноцид языковых прав и геноцид этноса, который уничтожается, которому запрещено говорить на русском языке родном, которому запрещено использовать этот русский язык в образовании, запрещено использовать русский язык в госслужбе, запрещено использовать русский язык в публичной сфере, в торговле, и так далее. В отношении какого этноса в Украине происходит геноцид? Ну и для ответа на этот вопрос я опять же сошлюсь на исторические факты. А именно, современный украинский язык, как это доказал филолог, академик, лингвист Дмитрий Лихачев, имеет происхождение от староболгарского языка, который еще назывался церковнославянским языком. За этот вывод академик Дмитрий Лихачев получил премию, и в частности одна из них от правительства Республики Болгария. Современный же украинский язык, он имеет происхождение, как это доказала филолог украинский, лингвист Ирина Фарион в своей докторской диссертации, которую она защитила в 2015 году, имеет происхождение от староукраинского языка, который имеет оригинальное название «руська мова». Под этим названием украинский язык фигурирует, в частности, в
протоколах судебных заседаний по рассмотрению дела в отношении группы Степана Бендеры, которая совершила террористический акт в отношении министра образования Польши. Вот, там украинский язык в протоколах называется «Руська мова». Итак, украинский язык произошел от староукраинского языка, русский язык произошел от староболгарского языка. И, значит, кроме этого, еще в диссертации Ирины Фарион сделан вывод о том, что староукраинский язык фактически является языком племени Русь. Дальше двинемся. Вот это племя Русь по отношению к населению современной Украины и населению, которое проживало на территории, на которой сейчас расположена Украина, является оккупантом. Этот вывод я сделал, анализируя повесть временных лет Нестора Летописца, где он описывает момент появления Руси на территории современной Украины. Это 862 год. Нестор Летописец пишет так. «Пришел Олег к горам Киевским, убил Аскольда». Это 9 век, 862 год. И спрашивает народ, там же в повести временных лет пишется, Олег спрашивает народ, кому дань платите? Там пишется, народ отвечает хазарам. Олег требует, не платите хазарам, а давайте мне. Ну, поскольку дань признак оккупации, порабощения, значит, я делаю вывод о том, что обоснованный вывод о том, что один оккупант в тот момент, 9 век, хазары, был сменен другим оккупантом, Русью. Вот. Итак, значит, Русь является оккупантом. Язык Руси – это староукраинский язык. От староукраинского языка произошел украинский язык. То есть современный украинский язык – это фактически является языком потомков оккупантов, местного населения, которое проживало и проживает сейчас на территории Украины. Вот это местное население фактически пользовалось для коммуникации староболгарским языком, который назывался церковно-славянским. Вот. И был этот этнос, этот народ оккупирован хазарами, ну а затем реоккупирован Русью. Как известно из истории, до хазарского порабощения на территории Украины, а именно Поднепровье, Крым, Дон и Кубань, существовало суверенное государство Великая Болгария под управлением хана Кубрата, могила которого находится в Полтавской области, Новосанжарский район, село Малая Перещепино. Вот. То есть на территории Украины в VII веке с 613 по 681 год, 50 лет, существовало суверенное государство, в котором проживали, как в своем суверенном независимом государстве, болгары, которые пользовались для своей коммуникации, для своего общения староболгарским языком. Итак, вопрос, поставленный в этнической плоскости, уже не в политической, о правах человека, а в этнической плоскости. Какой этнос дискриминируется, против какого этноса происходит геноцид в Украине?
И этот геноцид выражается в дискриминации языковых прав, то есть изгнании фактически этого этноса из публичной сферы общения в Украине. Ответ один. Этот этнос болгарский. То есть Болгария, проживавшие на территории Украины, они были оккупированы хазарами, а затем Русью, и постепенно их язык староболгарский превратился в тот язык, который сейчас называется русским языком. Вот. Теперь же этот русский язык, который стал родным для этнических болгар, проживающих на территории Украины, этот русский язык изгоняется из всех сфер общения. То есть фактически против болгарского этноса, общающегося на русском языке как на родном языке, происходит геноцид. И вот вопрос, языковый вопрос, поставленный не в политической, а в этнической плоскости, он привел к ответу такому, что геноцид, в смысле этнический геноцид в Украине, выражающийся в дискриминации языковых прав русскоязычных граждан Украины, этот геноцид осуществляется в отношении болгарского этноса. Итак, геноцид болгар в Украине. В чем он выражается? Во-первых, с 1989 года еще в советской Украине и потом уже в демократической Украине действовал закон о языках в Украинской ССР. Этот закон о языках статус языка межнационального общения присвоил русскому языку, что естественно. Затем в 2012 году так называемый закон Кивалова-Колесниченко этот статус у русского языка, как языка межнационального общения, отобрал. Вот. Затем в 2019 году в Украине был принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. И вот этот язык, этот закон о обеспечении функционирования украинского языка как государственного уже назначил статус языка межнационального общения в Украине украинскому языку. То есть украинский язык стал языком межнационального общения в Украине. Ну, де юре, так сказать, не де факто. Но, тем не менее. Затем был процесс конституционный о признании неконституционным закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который в 2021 году закончился решением Конституционного суда Украины о том, что таки закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного является конституционным. Ну, лично я его таким не считаю, поскольку если посмотреть частное мнение судей в процессе рассмотрения дела Конституционным судом, то станет очевидно, во-первых, что состав Конституционного суда неполномочный.
И, во-вторых, что вообще Конституционный суд не имел права рассматривать конституционность закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, поскольку не все нормы этого закона на момент рассмотрения приобрели юридическую силу. Вот. Ну, то есть, и вот запрет детям разговаривать на русском языке на переменках в школах, запрет исполнять публично песни на родном русском языке в Киеве. Это продолжающийся геноцид. Геноцид русскоязычных граждан Украины и геноцид этнических болгар в Украине. Вот к чему привел анализ в этнической плоскости нарушений языковых прав русскоязычных граждан Украины. Спасибо за внимание. До новых встреч.